Всем привет! В этом видео мы поговорим на такую тему, как создание своего сервера в Rust. Разберем такие детали, как выбор хостинга, плагинов, их настройка и сколько будет стоить создать свой сервак и стоит ли этим вообще заниматься. Если же тебе интересна данная тема, присаживайся поудобнее и постарайся запомнить информацию, которую я буду говорить. Также буду признателен за подписку на канал и прожатый лайк под видео. Теперь переходим к основному. Первое, с чем вы столкнетесь в момент создания сервера, это выбор хостинга. Самое основное, что нужно понимать, это ваша аудитория и тип вашего сервера. Под аудиторией я имею в виду расположение игроков и вашего сервера. Если вы хотите сервер на СНГ аудиторию, то хостинг вам по-хорошему тоже нужно выбирать в СНГ локации. Если же цель это игроки из Европы, тогда и хостинг нужно брать в Европе. Локация сервера играет роль в пинге игроков и в продвижении вашего сервера внутри игры в поиске серверов. Под типом вашего сервера я имею в виду классический сервер, полуклассика или же модовый сервер. Для каждого типа сервера есть свои требования по мощности хостинга. Образно говоря, если вы хотите классический сервер на 100 игроков, то по-хорошему вам нужно хотя бы 10 ГБ оперативки в вашем хостинге. Если же сервер вы планируете модовый, тогда для вашего количества игроков, то есть 100, нужно памяти гораздо больше. В целом, на использование памяти влияет размер игровой карты и количество онлайн игроков, ну а также количество и качество плагинов. В любом случае, я рекомендую брать тарифы хостинга не менее чем с 12 гигабайтами оперативки. Также обязательно смотрите, чтобы ваш хостинг поддерживал модификацию Oxid. Данная модификация вам позволяет устанавливать плагины на вашем сервере. Например, бан-систему, либо же что-то подобное. Предположим, что вы уже выбрали хостинг, но что же делать дальше? Где искать плагины и как их настраивать? Готовые плагины можно найти на таких платформах, как Umod, SkyPlugin, Kotlin или Lone Design. Umod — это платформа с бесплатными плагинами. Но все остальные — это площадки, где основная часть — это платные ресурсы. В чем же отличие платных и бесплатных ресурсов? Все достаточно просто. Платные плагины обновляют чаще и быстрее, чем бесплатные. Ну а также платные плагины более обширные по функционалу и более красивые по своему дизайну. В некоторых случаях, если вы хотите какой-то кастомный плагин с вашим функционалом, которого вы не нашли в готовых плагинах, то вам придется обращаться к разработчикам и заказывать разработку таких плагинов под вас. И сразу скажу, что разработка своего плагина — это дело не из дешевых. Хотя тут все зависит от функционала, который вам нужен. Предположим, что вы выбрали себе плагины, купили их, либо же скачали, это не так важно. Теперь вам нужно эти плагины залить на хостинг, ну и соответственно их настроить. И вот тут начинается самое интересное. Я буду показывать управление сервером на основе хостинга, где я держу свои сервера. У вас панель может отличаться от моей, но главное понять суть, которую я хочу передать. Для того, чтобы залить ваши плагины, вам нужно зайти в файлы сервера, так называемый FTP. На некоторых хостингах это можно сделать через панель, как у меня, ну а где-то нужно подключаться через FileZilla. Вам нужно найти в файлах папку Oxid. В этой папке содержатся еще другие папки, такие как config, папка data, lang, логи и самая заветная папка плагины. Все эти папки нужны для различных данных и файлов ваших плагинов и сервера. В папку плагины вам нужно загружать файлы ваших плагинов. Ну и сами плагины в своем названии в конце идут с .cs. В папку config будет загружаться файл конфигурации вашего плагина. В папку lang будут загружаться текста с ваших плагинов, сразу с переводом, который был сделан в самом плагине. Например, русский либо же английский. Папка Data сохраняет в себе информацию о ваших игроках и информацию, которая обрабатывается какими-то плагинами. Мы загружаем плагин в нашу папку плагинов. И теперь идем в папку config, где мы можем увидеть, что у нас создался новый файл в формате JSON. Через этот файл вы сможете настроить, как будет работать ваш плагин. Ну а также небольшой совет. Если вы планируете настраивать плагины самостоятельно, то внимательно читайте описание этих плагинов. Некоторые плагины требуют установки дополнительных плагинов для своей работы, а также в 90% случаев плагины требуют настройку пермишенов. Пермишены — это так называемые разрешения, которые были созданы в плагине. Эти пермишены нужны, чтобы игрок мог использовать какую-то функцию с плагина.
Но если же вы не хотите сильно напрягаться, тратить много времени на настройку и на все остальное, то вы можете обратиться ко мне в Telegram за созданием сервера с нуля, или же, например, отдельно за настройкой сервера. Я со своей командой занимаюсь серверами с 2019 года, и мы с радостью поможем вам создать классный сервер, настроить его, подобрать хостинг, сделать дизайн или же написать кастомный плагин, ну и многое другое. Если же заинтересованы, то ссылка на мой Telegram будет в описании под видео. Обращайтесь в любое время. Ну а теперь давайте поговорим про создание донат-магазина и заработок на сервере. Чтобы создать свой донат-магазин, вам нужно воспользоваться сервисом GameStore, это для СНГ аудитории, ну или же воспользоваться каким-то аналогом для Европы, где вся оплата будет в валюте, например в евро или в долларах. На своем сайте вы можете продавать что угодно, начиная от обычных ресурсов и до наборов или же привилегий. Для примера я ставлю ссылку на свои сервера в описании. Вы сможете зайти на сервер или же просто в донат-магазин, вы можете посмотреть, как все устроено и что можно выставить на продажу. Так, ну вроде самое основное я рассказал. Теперь давайте поговорим о ценах на сервера и о том, выгодно ли это. По стоимости я буду говорить на основе своих цен, когда ко мне обращались люди за серверами. Классический сервер будет стоить около $60, полуклассика начиная от 60 и выше. Тут зависит от функционала, который вам нужен. И модовый сервер будет стоить в районе $300. При учете, что плагины устанавливаются не бесплатные, с поддержкой работоспособности этого плагина, ну а также с его настройкой. Если же вы будете делать все самостоятельно, а именно настройку сервера и плагинов, подбор этих плагинов, ну а также дизайн, то сервер вам обойдется где-то на 20 или 30% дешевле. Ну а если будете брать бесплатные плагины и делать все самостоятельно, то вы вообще создадите сервер абсолютно бесплатно и будете тратить только на аренду хостинга. Ну а что касается заработка. В среднем на одном модовом сервере с онлайном хотя бы в 70 человек можно в месяц зарабатывать до $500. Если же на сервере будет больше онлайна, то можно зарабатывать еще больше. Ну а самый большой донат, который был у меня при онлайне в 100 человек, это 800 с копейками долларов. Сервер при этом был на СНГ аудиторию. Единственное, что скажу, поначалу ваш сервер не будет приносить вам таких денег, и в него нужно вкладываться как в бизнес. Вкладывать деньги и вкладывать время. И только потом ваш сервер будет приносить пассивную прибыль. Я надеюсь, что это видео помогло вам принять свое решение и вы узнали какую-то полезную информацию по настройке сервера. Если же это так, обязательно подписывайся на мой канал и прожимай лайк под видео. Ну и я желаю тебе успехов в создании проекта, ну и больших донатов. Всем пока!